Сейчас опять скажут, этот Сталик все напутал, китайский Новый год уже давным-давно прошел. Да все нормально, ребята. Что мне китайский Новый год? Я с детства Новый год праздную 31 декабря, как положено у нас. Но еще я праздную 21-22 марта. Это такой наш ирано-тюркский Новый год, который называется Навруз. Поэтому мне эти чужие Новые годы как-то не очень нужны. Но пренебрегать китайской едой, я считаю, что это глупо. Потому что кухня у них чрезвычайно продуманная. У меня иногда такое впечатление, что вот мы все остальные люди, которые живут на планете Земля, мы все инопланетяне, а китайцы живут здесь уже давно. Знаете, почему я так думаю? Потому что китайцы гораздо лучше нас понимают, как питаться тем, что дает эта планета. Посмотрите на продукты, которые у меня здесь лежат. Ведь все очень просто. Разве что курица непростая. Курица непростая, нет, курица классная, так сказать, вольного выпаса. Посмотрите, вот видите, какой у нее жирок. Она походила по травке ножками, червячков поклевала, камешки себе в зоб набирала, чтобы зернышки перетирать хорошо. Прожила нормальную куриную жизнь, благодаря чему набрала в себя достаточно много вкуса. Я разрезаю курочку по спине и сейчас даже сделаю вот как, чтобы она у меня стала плоская-плоская, практически как для приготовления цыплят табака. Китайцы, я же говорю, они ребята продуманные, они не признают кур без ножек, без головы, без гребешка. Они готовят курицу со всем, что дала ей природа. Попробую я вот сейчас засунуть в эту кастрюльку курицу с лапками. Я представляю себе, что здесь начнется в комментариях. Начнут говорить: фу, с лапами. Она этими лапами, знаешь, где ковырялась? Знаю, не хуже вас. Но я с вами заговорился и забыл кое-что. Значит, видите, вот такой зеленый лук бывает потолще. Бывает еще толще, прям вот с корешками. Вот. Это чесночок молодой. Это чесночок молодой. Вот бывает лук такой же, вот прям вот, ну вот с большой палец толщиной. Вот был бы у меня такой лук. Как здорово было бы. Ну, если вот какой есть, такой, значит, и положим. Укладываем этот лук на донышко. Еще имбирь. Я вот этот кусочек имбиря я даже и чистить не буду. Почему? Потому что все равно его есть никто не будет, а он чистый, мытый. Значит, его надо просто нарезать вот такими ломтиками. И штук 5-6, не знаю, ломтиков сколько получится, выложить ими дно под курочкой. И чтобы этот имбирь, этот зеленый лук придали вкус курочке. Еще соли надо немного насыпать. Вот китайцы не кладут сюда специи. Был бы я китайцем, я бы тоже не клал. А я не китаец, я азербайджанец. Я хочу класть специи. У меня есть вот вполне себе китайские специи. Это бадьян и гвоздика. Я чуть-чуть положу, ладно? Вот немножко, вот просто для красоты, для запаха китайского. Хотя китайский запах еще будет, я вам обещаю. И сколько здесь вот? Ну, все, хватит. Не шали, Сталик, не шали, все. Теперь курочку сверху. Понимаете, если бы курица была не распластанная, то потребовалось бы несколько литров воды, чтобы покрыть ее в воде в кастрюле. Природа стремится к равновесию. Соки, которые содержатся в курице, они стремятся выйти в воду, и образуется бульон. Это хорошо, когда образуется бульон. Но нам здесь бульон нужен в меньшей степени, нежели хорошо пошированная, запоминаем это слово, учимся, тренируемся, пошированная курица. Что означает поширование? Поширование – это метод отваривания куры, либо любого другого продукта практически без кипения. Доводится до кипения один раз, а дальше варится при температуре 96-97 градусов, вот так вот, чтобы даже не булькало. Конечно, придется готовить тогда подольше, но в результате что курица, что кусочек мяса, что угодно другое станет только вкуснее. В общем, за курицу не переживаем, она будет ароматная.
Понятно, да? Вот вместо лаврового листа и там морковочки, не знаю, каких еще сельдерея, что мы обычно кладем при отваривании курицы, мы положили все китайское, все по-настоящему. Рис. С курицы, ну сколько эта курица весит? Там, не знаю, может, кило 200 от силы. Больше нет. Ну, там мясо будет покушать от силы 800 грамм. И риса у нас 800 грамм. А масла растительного у нас 200 грамм. И вот разных овощей, таких как имбирь, вот эта вот белая часть зеленого лука, именно белая часть зеленого лука. Я своевольничаю, китайцы не кладут молодой чеснок, а я положу. Пусть простят меня, ну что я сделал ужасного? Чеснок положил. Можно подумать, китайцы не едят чеснок. Вот это все пойдет на украшение вкуса и запаха риса. Что, значит, для этого надо сделать? Ну, надо почистить, во-первых, имбирь, как мы морковку чистим, и нарезать имбирь, накрошить его. Даже вот не нарезать, а именно что накрошить. И точно так же накрошить зеленый лук. Не знаю. Вам это что, интересно смотреть? Посмотрите пока лучше рекламу. Книга-видеобук составлена по лучшим рецептам моего канала на Ютубе. Все мои книги напечатаны с наивысшим качеством. Иллюстрации очень хорошие. А эта книга может стать пособием для создания семейного меню. Здесь рассказано именно о тех блюдах, заготовках, вареньях, десертах, которые не сходят с нашего стола круглый год. Для блюд марокканской кухни понадобятся те же самые продукты и специи, что есть и у нас. Но блюда и вкусы очень необычные, абсолютно новые. И про шашлык я могу рассказать столько нового, столько необычного, что вы будете удивлены. Да и в казане можно готовить не только плов. Казан – это настоящий рояль на кухне. Подробнейший самоучитель, как готовить в казане, как готовить вообще. Если вы все еще спорите о приготовлении плова, а кое-кто из ваших друзей знает единственный верный рецепт, открывайте эту книгу. Здесь десятки рецептов и подробнейшее кулинарное исследование. Книги можно заказать с автографом, за исключением вот этих малюток, потому что они на моющейся бумаге. Вот этот рис за сколько минут будет готов? Ну, не знаю, 6 минут будет вариться, 15 минут там на плите просто поставить на маленьком огне, будет готов рис. Но приправа к рису, то, что его сделает ароматным и вкусным, должна готовиться заранее. Небольшой огонь, наливаем хорошее масло. Смотрите, если есть сомнения, если вам кажется, что масло, которое у вас имеет, ну, какой-то такой свой запах, да, его бы стоило прокалить. У меня масло хорошее, его калить не надо, поэтому его просто достаточно нагреть. Причем нагреть даже вот не до дыма. Не так, чтобы когда я опущу в это масло вот лук и этот имбирь, чесночок, чтобы они пожарились и почернели. Нет. Мне надо, чтобы в масло перешел запах и вкус зеленого лука, имбиря, чеснока. А еще немного, как это прям будем отдельно делать, чтобы еще было вот с красным острым перчиком. Я вам потом все объясню. Что, куда и зачем. Смотрите внимательно, не переключайтесь. Вот нормальная температура. Видите, кусочек бросил лучка, а он ведет себя очень правильно. Он не потемнел, но вокруг него появились пузырьки. Зашипело. Все, можно опускать. Огонь под маслом можно выключить. Достаточно. Не надо все это перегревать. Это все должно просто постоять в горячем и пожениться. Вот как мы чай завариваем. Мы же вот заварку опускаем, потом не держим чайник на огне, правильно? Точно так же и здесь. То есть заварили зеленый лук и имбирь в масле. Итого, зеленый лук
не должен потерять свой цвет. Он не должен стать вот каким-то бурым, не знаю, неправильного, некрасивого, неаппетитного цвета. Просто должно в комнате запахнуть весной, зеленым луком, имбирем, витаминами, в конце концов. Витамины весной очень нужная штука. И вот эта часть пойдет для того, чтобы сдобрить ею рис. Сюда я высыпаю острый перец. Даже немножко дам огня, буквально на полминуты. Размешать равномерно. Все происходит буквально 10-15 секунд. Пошел запах красного перца. И у людей чувствительных даже может начать резать в глазах. Выключаем, и вот это будет соус, куда мы будем обмакивать кусочки готовой курицы. И есть еще один ингредиент, который, по сути дела, специей не является, но употребляют его в тех же количествах и с теми же целями, что обычно добавляют специи. Я говорю про кунжутное масло. Много не надо. Вот 800 грамм риса, 2 чайные ложечки кунжутного масла, и еда получится с китайским вкусом и ароматом. Вот так. Все. Достаточно. Кунжутное масло продается везде, и не говорите мне, не пишите мне, пожалуйста, про то, что у нас не продают. Я не знаю, зачем вы так далеко уехали, если у вас даже кунжутного масла не продают. Курочка варилась не то 2, не то 2,5 часа, я не знаю, да? Кому нужны эти минуты, Господи Боже мой. Вот эту ступку, груз я прикладывал, потому что курочка во время варки норовила принять свою надлежащую ей форму, и поэтому выпирала крышку. А этого делать нельзя. Вот такая щадящая термообработка. Но это еще не все. Этой курочке предстоит еще одна термообработка. Стремительное охлаждение в ледяной воде. Понимаете, вот все же знают, как выглядит вареная курица. Достань ее, положи, вот здесь она там засохнет как-то, заветрится. В общем, получается, может быть, это и вкусно, но не самое аппетитное зрелище. А китайцы, они такие, они, знаете, им надо, чтобы еда выглядела очень красиво. Им надо, чтобы текстура, структура оставались такие, то, что они считают правильным. Одним словом, перекладываем курицу в ледяную воду. И будем смотреть, что из этого получится. Охладиться она должна в воде полностью. Вот полностью. Да, она готова, уже косточки отпадают от нее. А пока у нас есть время, нам надо сделать еще 2 операции. Во-первых, посмотрите, сколько жира собралось поверх бульона. Видали когда-нибудь столько жира? И что теперь делать? Этот жир пускай пропадает? Да нет, ни в коем случае. Нельзя этого допустить. Берем большую ложку и аккуратненько вот так вот снимаем жирок, только жир. Этот жир нам понадобится для того, чтобы потом смазывать охлажденную курочку. Ох, какой жир! Какой жир, боже мой! Бульон этот, конечно, ни в коем случае не выбрасывать, не выливать его никуда, потому что вот купишь себе доширак, а чем его заваривать? А вот бульон-то и есть, в холодильнике стоит. Подогрел, заварил, поел, и никто по запаху изо рта не узнает, что ты съел доширак. Покуда курочка остывает, мы должны поработать с приготовленным рисом. Рис приготовили, самым обыкновенным образом. Что там? Залили его водой, посолили, вода закипела, убрали на самый малый огонь. Он постоял, и получилась такая липкая каша. Липкая каша, говорите? Посмотрите, значит, я чуть-чуть еще возьму масла, потому что риса у нас немало. В хорошем плове каждое рисовое зернышко должно быть покрыто капелькой масла. Понимаете? Видали, что получилось? Видел кто-нибудь из вас более липкий рис? Этот рис просто чемпион по липкости. Внизу масло, чуть-чуть огонь. Начинаем перемешивать рис, чтобы он покрылся маслом. И чтобы произошла внутри риса реакция, которая происходит при температуре 102 градуса
при температуре 102 градуса. Крахмальный клейстер, который делает рис липким, разрушается, распадается на воду и на глюкозу. Так что сейчас все произойдет. Сейчас. Знаете, вот это вот масло с имбирем и с зеленым луком, оно ведь уже остыло, и рису масла все равно не хватает. Перемешать как следует, чтобы был один рис, один лук, один рис, один кусочек имбиря. И посмотрите, рис прямо на ходу, прямо на наших глазах превращается во что-то такое вполне себе съедобное. И даже могу сказать вам, пловоподобное. Я уже 2 или 3 раза произнес слово плов. Думаете, случайно? Дело в том, что плов – это рис, приготовленный в 2 этапа. На первом этапе рис отваривается, и на втором этапе рис запаривается. И непременно это должен быть промасленный рис. Иногда в сочетании с другими продуктами. Вот об этих самых других продуктах самое время поговорить. Достаем курочку, она уже полностью остыла. И теперь ее осталось только разрубить на кусочки. Знаете, вот китайцы, конечно, рубят курицу просто как боги. У них получается очень красиво. У них вот курица, она как она была, только она вся разрублена на кусочки. А у меня, ну как получилось, так и получилось. Ну ничего, зато у меня хорошо получается смазывать курочку жиром, чтобы она заблестела и начала выглядеть очень аппетитно. Осталось только рис выложить. Ох, открыл крышку, и вы бы знали, какой запах исходит от этого риса. Ну, наш плов, конечно, пахнет по-другому, но этот рис пахнет тоже очень замечательно, очень аппетитно. Я вам непременно советую, попробуйте, потому что кулинария – это наука о разнообразии. И кто знает, может быть, с этого простейшего рецепта, ну что, сотворили курицу, сварили рис. Вот с этого простейшего рецепта начнется ваша любовь с китайской кухней. А? Попробуйте. Значит, объясняю, как это надо кушать. Рис, я думаю, что уже палочками поесть не получится, потому что он перестал быть липким, он стал вполне себе рассыпчатым. Но кусочки курятины все-таки лучше брать именно палочками. Знаете, так берешь вот кусочек курятины, обмакиваешь его вот в этот вот острый соус, кушаешь, потом 2 ложки риса, потом еще кусочек курятины. И вот так вот кушаешь, наелся, и никто не узнал, что ты кушаешь не просто рис с курицей, а, по сути дела, китайский плов. Так что с давно прошедшим вас китайским Новым годом, дорогие друзья. И, как всегда, приятного вам аппетита!